Так, ребят, проблема какая? Скрип на Chevrolet Lanos. И непонятно, что рулевая рейка, либо, не знаю, наконечник, либо опорник, либо там еще что-то. Вот. Сегодня решили эту проблему. Двое суток поездил. Как бы скрип ушел. Вот сейчас я вам продемонстрирую, ну, с чужого видео, как скрипит звук скрипа. И плюс в WhatsApp человек писал, что ну, описывал ситуацию. Именно так заснять не получилось, это скрип. Вот, и что было этому причиной? Саня, ну это... Слушай, это у меня телефон находится, где руль только? Так, всех приветствую, короче, ребят. Скрежет, скрип, как бы рулевой рейки, подозрение было на рулевую рейку, на опорный подшипник, то есть трогаешь рукой, ну, чувствуется вибрация и пружины, и рулевого наконечника, и рулевой рейки, и изнутри в салоне, короче, какая-то вибрация, и скрежет такой, как пластмассовый, ну, ближе к пластмассовому звуку, ну, неприятный очень. Ну, методом проб и ошибок, короче, выяснили, что это рулевые наконечники. Вот сейчас их поменяем и как бы все расскажем. Пропал звук, не пропал. Вот, подоткрутили колесо, не поддомкрачивая, сорвали. Теперь домкратим, ставим обязательно вот эту хрень, чтобы ни в коем случае не сорвался автомобиль, с домкрата не слетел и так далее. Вот, ну а дальше поддомкрачиваем, снимаем колесо, дальше по списку. Что? Дальше больше. Отлично, правильный ответ. Так, для удобства колесо в другую сторону. Колесо выкручиваем, чтобы был более, ну, более доступно наконечник этот. Вот. И сначала откручиваем вон тот болтик. Опять же, мы будем ставить без ход развала штангенциркулем. Попробуем, что кого раньше получалось. Замеряем отсюда, ну, берем две точки. То есть, например, вон оттуда, вот тут как раз уголок, и здесь по центру. Вот, ну, тут надо подуменьшить, это мы по другой, по левому наконечнику ставили, короче. Вот, и также поставим новый, еще плюс по виткам. Там, ну, получилось, они идентичные наконечники. По виткам 18,5 накрутили, и по штангенциркулю тоже совпало. То есть идеально. Также и здесь делаем. Так, сначала выкручиваем вот этот. Нет, не этот, ребят, это дальний. Пардоньте. А вот этот вот, который на рулевом наконечнике. Прочищаем эту щель. Где там она? Ну, вот тут щель. Она в грязи, короче. Прочищаем и пшикаем туда ВДшкой. Так, а пацаны прочистили вот эту щель, да? Туда брызнули ВДшкой, пусть пока откисает. Откручиваем эту гайку. Вот, но на левом колесе, короче, вот этот наконечник откручивался против часовой. Ну, машины разные, где-то откручивается по часовой, где-то против часовой. Откручиваем эту хрень, и есть у меня съемничек один. Им снимем. Короче, поднимаем пыльник, чтобы вот этот съемник туда залез. Ну, так он, короче, не влазит. Поддели пыльничек. Все, влез съемничек наш. Ну, сначала от руки даже, а потом ключом. Ключ, по-моему, на 24. Или на 27, не помню. Все охуенно. Вот, ключ, пожалуйста. 24.
Охуенно. Оп! Вот так. И вытаскиваем. Теперь, чтобы стойка нам не мешала, короче, вот так делаем. Ну и так, чтобы теперь его выкрутить, ну по идее он должен выкручиваться против часовой стрелки. Там смазали эту щель, чтобы проникла туда. Теперь ну, туда-сюда как бы разрабатываем эту ВДшку. Ну, в данный момент жидкий ключ. Ну, чуть похуже вроде работает, чем ВДшка. Ну, А фирму прятать надо? и подешевле. Не, почему прятать? Это реклама. Мне заплатили. И за лан заплатили тоже. Телефон, кстати, Huawei. Поначалу, как видим, довольно так проблематично разрабатывается. Но один оборот, если она уже сделает, то дальше можно уже крутить, именно откручивать. Вот, ребят, начало крутиться, запоминаем. Раз, В принципе, ничего сложного. два, раз. Итак, ребят, два момента используем. Два считаем витки, когда будем выкручивать, и также штангенциркуль. Делаем, как бы находим две точки, которые недвижимы. Например, мы вот эту вот не будем трогать. От нее, вот так вот, как уголок я взял, вот так вот, ну, и также буду мерить. И здесь вот четко, например, по центру вот. Сейчас. Ну, в принципе, так же, как и на той. Да. И вот тут я запомнил, поставил на середину. Вот, заподлицо. Так, ну вот два нюанса. Теперь начинаем откручивать. Откручиваем, ну, рычаг берем, я не знаю. Там много методик. Ну, я думаю, то, что резьбу запорим, не запорим. Вряд ли запорим, но если запорим, ну, нахер она нужна, ее выкидывать. И начинаем выкручивать. Выкручивается она по часовой. Правая по часовой. Левая против часовой выкручивается. По часовой. И считаем витки. Раз. Уже от руки пошла. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 18. Запомнили? 18 и на штангенциркуле, короче. Поехали. Ребят, перед установкой новой, ну, обязательно осмотрим вот R. Правая, ну, они разные. Чтобы правая на правую, левая на левую, короче. И обязательно вот эту резьбу смазываем. Графитной смазкой. Ну, консистентной смазкой. Я предпочитаю графитку. Она просто бомбовская. Вот. Смазываем, чтобы потом в дальнейшем не выкручивать без матюков и так далее. И начинаем закручивать. Запомнили 18 витков? Начинаем закручивать. Раз, два, 3. 4, против часовой, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18. 18 накрутили, берем штангенциркуль, на который Макс наступил, тому. Так, контролируем теперь второй параметр. Так, вот тут получается оно выпирает на миллиметрик. Оборот назад. Так.
Ну вот так, ребят. Все-таки, может, там по виткам ошиблись. Ну, короче, штангель циркуль это верняк. Вот по нему выставляем. Теперь сначала закручиваем сам рулевой наконечник, именно шаровый. Вот шаровый. Потом его выставим как надо, ровно, чтобы он был параллельно, короче, стойке. И потом затягиваем именно наконечник там на оси. Вот контрагайки шли в комплекте. Закручиваем сначала их. Ну и смотрим, чтобы параллельно был наконечник стойки. Так, ну чуть-чуть подтянем. Ну, тут без фанатизма. Тут не надо такой прям силы. Ну, чуть-чуть совершенно. Так, и болт закрутим, который... Вон тот. Нет. Все видно, отлично. Вот этот вот. Так. Он старый был на 12, короче. Видимо, заводской, не заводской наконечник был, не знаю. А новые, корейские они, да? Угу. На 13. Посмотрим, сколько они походят. Также, я надеюсь, года через 3 напишем, что и пришел конец. Так, ну тут тоже без фанатизма. 2-метровый рычаг. Шутка. Все, готово. Все, оно параллельно, короче. Выворачиваем колесо, короче, ставим. И едем на испытание, пробуем. Ну и так получилось, человек уже отъездил, ну, 2 суток. Он таксует, то есть скрип пропал. Ну, я думаю, это видео будет полезное. Вот, кому понравилось, там лайки, кому не понравилось, дизлайки, мнение. Все будет ценным. Вот, аргументированно. Только если плохое, да и хорошее тоже. Надо все аргументировать. Как бы все, скрип пропал, мы думали и на рейку грешили. На что только не грешили. Это оказались, короче, рулевые наконечники. Ребя, вот их поменяли. Видимо, смазка там высохла. Вот. И они начали вот так вот репеть, как бы. Ну, теперь клиент ездит счастлив. Ну, такие дела. Всем покеда.